Владимир Путин вчера выступил на коллегии МВД. Это протокольное мероприятие, совершенно традиционное в начале нового срока. Пару недель назад он уже выступал в таком же формате перед ФСБ. Тогда он сетовал на предупреждение американцев о грядущем теракте. Мол, они направлены на то, чтобы запугать и дестабилизировать российское общество. Что было после, мы, к сожалению, знаем. А сейчас еще появились сообщения, что американцы предупреждали конкретно о теракте в Крокусе, а не в общем где-то. Теперь же давайте посмотрим на сущностную часть выступления Путина перед МВД и попробуем понять, что из этого словоблудия следует. Для начала ответим на вопрос, зачем вообще анализировать и слушать, что сказал Путин. То, что он говорит, важно по очень простой причине. Его решения формируют реальность, в которой мы живем. Нападение России на Украину не могло случиться ни в какой хоть сколько-то адекватной версии действительности. Все спикеры со здоровой психикой говорили, вторжение не может быть потому-то и посему-то. Не может быть просто потому, что не может быть. Такая война не приведет ни к чему иному, кроме десятков и сотен тысяч трупов, кроме санкций в отношении нашей страны и ее международной изоляции. Мы понимали, что не получится никакого нового Крыма, что войска агрессора столкнутся не с цветами, не с молчаливым принятием, а с ожесточенным сопротивлением. Что шапкозакидательская идея дойти до Киева за 3 дня, за 33 дня и вообще когда-нибудь заведомо обречена на провал. С точки зрения любого человека в контакте с реальностью, идея вторжения в Украину выглядела как совершеннейшая нелепица и полная катастрофа. Но не с точки зрения Путина. В его системе взглядов и представлений такое нападение вполне рациональное решение. Не зря же, начиная с 2014 года, отдельная служба ФСБ создавала в Украине агентурную сеть. На нее были потрачены как минимум десятки миллионов долларов, скорее больше. Параллельно с нелегальной работой создавались и вполне публичные структуры влияния. В 2019 году партия путинского ставленника Виктора Медведчука стала второй в Верховной Раде. Да, с 3-кратным отставанием от «Слуги народа» по голосам и 6-кратным по местам, но все же второй парламентской партии. Сам же Медведчук управлял, кроме партии, еще и целым медиахолдингом, в который входили ведущие телеканалы страны. В политическое влияние на соседнее государство была инвестирована неизвестная человечеству сумма, но явно сумма макроэкономического масштаба. Так вот, с точки зрения Путина, эти деньги должны были обеспечить практический результат. Едва армия вторжения пересекает границы, спящие диверсионные группы тут же берут под контроль органы власти. И все это происходит при полном одобрении обработанных пропагандой граждан. Таков был план. Украинцы знали, что это не так. Мы знали, что это не так. От Варшавы до Вашингтона все знали, что это не так. Но в пространстве принятия решений это не имело значения. Ведь Путин был уверен, что спустя 8 лет шпионской и политической работы достаточно прорвать границы танковыми колоннами, и вся политическая система Украины сразу рухнет. Именно поэтому, как бы неприятно нам ни было, как бы это ни оскорбляло здравый смысл, но мы должны иногда смотреть на мир глазами Путина. Ведь ни с какой иной оптикой решения в России не принимаются. Заседание коллегии МВД для такого исследования очень удобный маркер. Это ведомственное мероприятие. На нем Путин обращается не к обобщенной публике, а к силовикам. Его выступление своей стилистикой и темами задает формат работы или хотя бы выставляет для этой работы приоритеты. Обычно подобные мероприятия вообще не дают тем для обсуждения. На них по большей части звучат общие фразы, типа «в предыдущем отчетном периоде вы поработали хорошо, но в текущем надо поработать еще лучше». Доусилить недоусиленную ответственность, не упускать надзор за тем, зачем он может быть упущен. Формат таких заседаний не предполагает каких-то общеполитических рассуждений, но в этот раз их было в избытке, причем до предела показательных. Путин зачем-то расписал в деталях, как видит мир вокруг. Мир этот состоит из геополитических недоброжелателей. Развалив Советский Союз, они пытаются доразвалить еще и Россию. И вообще они всю жизнь только и заняты тем, что пытаются подгадить. Вон даже Наполеона с Гитлером к нам прислали. Но мы, говорит Путин, всех победили, не развалились и впредь тоже не развалимся. Это, если вкратце, то, что зачем-то было сказано на заседании коллегии МВД. В русском языке есть такое выражение «старый, что малый». Значение его в пояснениях не нуждается, а лучшей иллюстрацией выступает Путин образца последних лет со своей удивительно инфантильной картиной мира. Перед нами будто бы состаренная 4-летка,
который может мыслить только в абсолютных категориях. Как ни странно, кто-то хочет реванша за неудачи в борьбе с Россией еще в исторические периоды, за неудачные походы Гитлера на Россию, Наполеона и тому подобное. Таких исторических примеров очень много, и, как ни странно, в исторической памяти тех самых недоброжелателей, о которых я сказал, многое сохраняется. Как ни странно. Но я с этим сталкивался, удивительно, но факт. Вот его абсолютные категории. Всегда, всю историю человеческого рода, стало быть, существовали мы и они. Мы, значит, жили себе на своей земле, а они пытались нас развалить. Сначала заслали Наполеона, он разваливал, да не развалил. Потом пришел Гитлер, поразваливал немножко, но тоже не справился. Почти получилось с Советским Союзом, он таки распался. Но наши геополитические недоброжелатели на этом не остановились и хотят доразвалить Россию окончательно. В этой картине мира есть некая централизованная сила – геополитические недоброжелатели. Эта сила управляет всем миром. Гитлер, Наполеон и Зеленский для нее что-то вроде курьеров. Сила эта всемогущая и принципиально непобедима. Но по неведомой причине единственный смысл ее существования – развал России. Сейчас прервемся на небольшое некоммерческое объявление, скоро продолжим. 2 года назад Путин сказал: пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры. Заявил, что западные страны пытаются отменить российскую культуру и ее деятелей. Что в России, дескать, никого не отменяют. А на днях одна из депутатов предложила забыть и больше никогда не вспоминать актера и поэта Дмитрия Назарова за его четверостишие, которое очень емко описывает действия российских властей после теракта в Крокус-Сити-Холл. Дмитрия Назарова многие знают по роли Виктора Петровича из сериала «Кухня». Он и его жена Ольга Васильева открыто осудили вторжение в Украину и покинули Россию. А теперь они выступают в Европе вместе с собственным спектаклем «Черт знает что». В нашей стране посмотреть их выступления невозможно. Но можно в Париже, Женеве, Праге, Лондоне, Милане, Вене, Барселоне или Массоле. В их спектакле всего 2 актера, они сами. И играют влюбленных, которым предстоит доказать Богу, что человечество, пережившее апокалипсис, заслуживает второй шанс. Если вы любите театр и будете в перечисленных городах или рядом этой весной, то приходите, посмотрите пьесу. Пообщайтесь с другими зрителями, отлично проведете время и поддержите российских актеров. Все подробности в описании, там же вы сможете купить билет на спектакль. Итак, в инфантильной картине мира, которую транслирует Путин, есть всемогущие недоброжелатели, которые спать не могут, дай им только развалить Россию. Мы, говорит Путин, в этой войне участвуем не ради победы, которая принципиально недостижима, ведь враг всемогущ. Мы в ней участвуем, потому что иначе нас окончательно раздавят и уничтожат. После развала СССР наши геополитические недоброжелатели, безусловно, поставили перед собой цель доразвалить то, что еще осталось от исторической России. То есть доразвалить ее ядро, собственно Россию, Российскую Федерацию. Абстрактные «мы» у Путина с самого начала в слабой позиции, в позиции жертвы. Мы не в состоянии прекратить нападки плохих людей, можем лишь в меру сил от них отбиваться. Кто такие «они», от которых нужно отбиваться, впрочем, тоже не уточняется. Они просто есть. И были всегда, просто меняли название и штаб-квартир. В этом рассуждении есть не только предельно примитивная картина мира, сведение всей международной политики к заговору против нас. В нем сквозит характерное для нашего начальства сочетание агрессии с беспомощностью. Мы бы, конечно, всех бы поимели, если бы могли, но почему-то жалуемся, что все имеют нас. Сущностного в путинских словесах только одно. На ведомственном совещании МВД он предлагает готовиться к вечному состоянию войны. Войны, которая была до нас, будет при нас и с нами не закончится. В той картине, которую рисует Путин, война России с Украиной не существует как отдельное событие. Это лишь локальный эпизод из вечной войны. Подчинить все, что останется, своим геополитическим интересам. Уверенно говорю об этом, как бывший директор ФСБ, как бывший секретарь Совета Безопасности, а потом и президент и верховный главнокомандующий.
Острый дефицит кадров, работа в режиме военного времени, зэки, вернувшиеся с фронта, резко возросший уровень преступности – все это не форс-мажор, а повседневность. Жизнь, мол, всегда была такой и всегда такой будет. Просто мы на время об этом забыли. А геополитические недоброжелатели этим воспользовались и едва окончательно нас не прикончили. Разглагольствование Путина, если слушать их вне контекста, довольно забавны. Есть даже некий особый стиль в безмерной глупости спикера. Но за этими словами стоит мысль, которую он раз за разом повторяет в последние месяцы, что война – это норма. Даже не новая норма, а просто естественное состояние вещей. Весь тот мир, который существовал до 24 февраля позапрошлого года, все существование России как страны, вовлеченной в международные отношения, страны, где соблюдаются какие-то приличия и видимость законности, все это по логике путинских речей был эксцесс и форс-мажор. На несколько десятков лет мы позабыли о вечной войне, а наши враги не забыли. Они, воспользовавшись нашей доверчивостью, активизировались. Но мы больше ничего не забудем и ничего не простим. Нашей войне нет конца и края, ведь если мы перестанем воевать, нас сразу расчленят. Тем, кто считает, что с Путиным можно договориться о каких-то вариантах мирного урегулирования, тем, кто прикидывает, где он остановится, очень полезно посмотреть на мир с той точки зрения, которую Путин напрямую декларирует. Не нужны ему Мариуполь и Донецк с Луганском вместе взятые. Не нужны и Киев с Одессой. Ему вообще без разницы, как там идет война, до тех пор, пока она продолжается. Потому что ее окончание в любом виде – это поражение. Поражение не от Украины, но от тех самых геополитических недоброжелателей. В европейском политикуме имеет некоторую популярность предложение. Давайте придумаем такой статус-кво, который позволит Путину лицо не испортить и на котором он успокоится. Но невозможно Путину что-то такое дать, чтобы он успокоился. Он прямым текстом сам говорит, что статус-кво для него – это война, без разницы с кем. Вот, скажем, страны Балтии, Финляндия или Польша, они разве доброжелатели? Совсем они в этой картине мира добра нам не желают. Вообще-то стремление к миру – это дорога с двусторонним движением. Ведь конфликт – состояние ненормальное и дискомфортное для всех участников. Стороны обычно хотят помириться. Весь вопрос в том, как устранить препятствия на пути к миру. Где-то умерить гордыню, где-то забыть что-то простить, где-то уступить. Но бывают ситуации, когда одна из сторон чувствует себя в конфликте естественно и комфортно. Более того, не мыслит себя вне этого конфликта. И с Путиным ровно такой случай. Он прямо говорит, что Россия без войны не существует. Вот истина, которую должен осознать внешний мир. И это не какая-то аналитика или измышление, он просто напрямую так говорит. Что же тут важно для нас? Мы оказались в реальности, где совершенно бессмысленными становятся рассуждения, будет вторая волна мобилизации или нет, насколько затянется война, когда прекратится все связанное с ней сумасшествие государства. В этой реальности мобилизация вообще не является отдельным событием. Она вопрос чисто технический и организационный. Как долго система сможет собирать нужную массу людей на фронт? Вопрос политический. Как бы так запудрить публике мозги, чтобы она это проглотила и не устроила проблем, как в прошлый раз? В конечном итоге мобилизация – просто вопрос времени. Как только все будет готово, так ее и проведут. Ведь невозможно вести бесконечную войну без участия населения. В боевые действия нужно вовлекать сотни тысяч человек едва ли не ежемесячно. Можно выдать хороший анализ на тему того, когда же все это закончится, основываясь на объективных данных, в первую очередь на экономических. И написать заголовок: «Фонд национального благосостояния, осталось всего только на год». Имея в виду, что через год войну придется прекратить ввиду отсутствия средств. Но иногда полезно посмотреть на войну глазами того, кто ее начал поперек всех объективных факторов. Кто собирается продолжать, на них не ориентируясь. И не нужно залезать ему в голову, ведь он прямым текстом об этом говорит сам. Поэтому, если пытаться ответить на вопрос о том, когда закончится война, то ответ тут только один. Тогда, когда Путин перестанет быть президентом России. До завтра.